Так, всем привет! Сегодня с вами будем изучать списки. Сейчас расскажу, что это такое. Списки — это как, если вы знакомы с другими языками программирования, это как array, массивы. В принципе, в Python они имеют примерно те же самые свойства, могут содержать как строки, числа и другие массивы. Сейчас покажу. Сейчас выведем просто лист. Вот этот вот лист. Он пока что пустой. И у нас он ничего не будет содержать. Видите, пустой лист просто выводит. Я также могу вот так вот запускать программу. Сейчас мы добавим в лист какие-то элементы. К примеру, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавим еще какой-нибудь массив туда, содержащий совершенно другую какую-нибудь кашу. И посмотрим, что все у нас выведется. Также списки мы можем заполнять совершенно другим образом, используя другие массивы или специальные генераторы. Для этого используется следующий синтаксис. Мы просто берем список и прямо внутрь списка добавляем цикл. Пишется это так. Берем просто пишем A, прибавляем, потом пишем for такую вот структуру. И все. Только для А пишем. А. И выводим. Как видите, у нас создался абсолютно новый список, состоящий из элементов массива вот этого, который у нас является листом. Мы также вместо листа можем закинуть другой совершенно список и также вывести его из одного списка с помощью цикла, заполнить другим списком его. Также можем сразу проставить здесь условие, допустим, А у нас будет должен быть больше 3, например, вот так тоже заполним. Также мы сразу же здесь в этом цикле можем вот этот элемент А, к примеру, соединить с каким-нибудь другим элементом, к примеру, вот так B у нас будет элемент, который мы заполним также другим списком, который заполнится из другого списка. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5 пусть будет. И все. Сейчас выведем. Видите, у нас получились суммы двух списков поэлементно. Также мы можем обрабатывать строки и другие значения. Также у списка есть определенные методы, функции. Ну, вообще это методы, да. К примеру, если мы хотим добавить в список какой-нибудь элемент, нам нужно использовать свойство append. Возможно, если вы JavaScript изучали, там знаете, что append часто используется как метод для добавления каких-то элементов в конец. Это просто добавление элемента нового в конец списка. Вот просто единичку добавляем. Нам нужно вывод сделать после листа. Нет, я выведу еще раз, чтобы было наглядно видно изменения. Вот видите, единичку мы добавили. Если мы, допустим, хотим удалить какой-нибудь элемент, к примеру, последний, для этого мы вызываем тоже, возможно, знакомую вам функцию pop, которая удаляет просто последний элемент списка и выводит его, как бы, возвращает его. Поэтому можно использовать print и вернуть список, либо в какую-нибудь другую переменную использовать выражение pop. Для того, чтобы посчитать, получить, допустим, какое-то значение, количество каких-то значений в списке, нам нужно использовать метод count, который нам покажет, сколько каких значений содержится. Допустим, у нас вот есть два числа по 11, и мы захотим узнать, сколько у нас по 11 значений. Вот видите, у нас двоечка выводит. Или, к примеру, напишем просто 60. Посмотрим. 60 у нас 0 элементов. Все правильно. Чтобы один список добавить другой, следует использовать метод extend. Допустим, сейчас создадим еще лист 2, который будет равняться, вот, пусть будет 9, 8, 7.
И мы наследуем от list 2 элемент list 1. К примеру, будем искать девяточки. У нас тут девяточек видим двоечка. По идее у нас теперь должно быть 3, да. Выведем этот лист сейчас заново. И посмотрим, что в нем содержится для наглядности. Вот видите, теперь лист у нас расширился. Следующая функция, тоже она абсолютно всем нужна. Если мы, допустим, хотим какой-нибудь элемент удалить, мы используем метод remove, который удаляет первый элемент в списке вот, по значению. Либо там ошибку возвращать, если не существует. К примеру, вот хотим удалить 11. Нет, ну или пусть 7, ну пусть 11, да. И сейчас выведем опять лист. Видите, у нас 11 удалилось, но он, правда, удаляет один раз 11. Какие еще операции? Вот операции, допустим, есть сортировки. Также очень знакомое нам слово sort, которое также, возможно, вам очень знакомо. Она принимает в себя какую-нибудь функцию, либо сортирует по умолчанию от меньшего к большему. Видите, у нас все цифры, числа от меньшего к большему отсортировались. Дальше для того, чтобы нам перевернуть список, мы используем реверсы. Если вы с английским хорошо дружите, то для вас вообще все слова сразу понятны на слух. Мы сразу переворачиваем его. Так. А, да, он разворачивается на месте, он не возвращает список. Он тут разворачивается на месте. Так, вот, видите, у нас список опять повернулся. Считайте, мы в обратную сторону отсортировали. Также, если мы хотим, к примеру, полностью удалить список, то есть сделать его пустым, все значения убрать, мы используем метод clear. И все, и как видите, у нас список полностью удалился. Это вот все основные функции, методы, то есть, которые используются со списками в Python. Есть еще, правда, один метод, я забыл, это метод индекс, который возвращает положение элемента. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Для этого нужно подняться чуть вверх до метода clear, чтобы было видно. И возьмем лист и применим к нему метод индекс. И, к примеру, найдем элемент, пусть будет 10. Он у нас единственный. И, как видите, вот у нас вернулась двоечка. Вот сейчас я, смотрите, выведу и подпишу, чтобы красиво было. Элемент 10. Вот так вот напишу и выведу. Вот, видите, элемент 10. Второй индекс у него. На этом все сегодня. Спасибо за внимание. Будут еще уроки по питону. Подписывайтесь на канал, следите. Всем до скорого.